Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. У меня сегодня такое необычное место для раскрашивания, но на самом деле это просто маленький фрагмент. Потом все уже будет с моего обычного места. Просто я сейчас разбираюсь на кухне. У меня тут тумбочка, которая вот так стоит. Я ее, возможно, переставлю. Я почему-то вспомнила, что как-то я в детстве даже тут раскрашивала. Ну, поэтому я решила сесть и пораскрашивать вот эту раскраску. Из детства тут начала раскрашивать веточки. Это у меня Брауберкарт карандаши. Собственно, вот и решила этот момент запечатлеть. Я даже помню, какие у меня были карандаши. Они были вот в таком чехольчике синем. Он у меня сохранился. Я там храню всякие календарики, но почему-то вот прямо сейчас я не нашла. А жаль, было бы вообще классно. Сижу сейчас на кухне и немножко решила пораскрашивать. Я взяла ручку Inkjoy, она очень классная. И раньше, конечно, я ее там в блокнотах использовала и так далее. Но сейчас вот эту и фиолетовую ручку я буду использовать, вот, например, для этой раскраски. Дело в том, что у меня из этой серии ручки всех цветов, и я их раньше постоянно покупала. Но проблема в том, что вот эта и фиолетовая ручка, через какое-то время она начнет протекать и еще может растечься. Кстати, поэтому еще под сомнением, как здесь получится. Но это касается не только конкретных ручек, а вообще ручек и карандашей даже с таким цветом. То есть вот, например, Берлинга металлик карандаши, там такая же проблема, я показывала, да, что карандаш, допустим, ну, какого-то такого цвета, и он вдруг раз через какое-то время просачивается на другую сторону, растекается и портит другие иллюстрации. И Faber-Castell, и, в общем, все карандаши, вот есть несколько каких-то едких таких цветов, казалось бы, карандаш, и то проблема. Поэтому, естественно, что не получится как бы использовать по прямому назначению, но здесь попробую использовать. В общем, ну и в принципе буду использовать здесь всякие обычные ручки, которые я для письма, так сказать, покупала, потому что я их использую редко. Просто, знаете, такая ситуация еще, что иногда идешь в магазин, видишь какую-нибудь красивую ручку и не покупаешь ее. Только потому, что знаешь, что там у тебя в запасах ручек примерно 100 разных. Что-то начато, что-то новое, и вообще это не используется. Потому что, ну, действительно, я как бы там планы, вернее, раскрашенное записываю, там еще что-то записываю, но это не в таком количестве на самом деле, как можно все это использовать. Поэтому в планах все-таки поиспользовать эти ручки. Решила налить себе кофе и продолжу раскрашивание из красивой чашки. Как-то уже второе включение у меня с кухни, хотя между этими фрагментами прошло довольно-таки много времени. Ну вот, как-то так. С другой стороны, хорошо. Обычно хобби-влоги я снимаю в своем творческом уголке. В принципе, и продолжу там снимать, но пусть будет такая перебивка. Это неплохо. Я собираюсь в Питер, и сейчас покажу, что я беру с собой. Во-первых, это акварельные карандаши Vista Artista, 36 цветов, так как они не только акварельные, ими можно пользоваться как обычными карандашами цветными, ну, всеми акварельными можно, но я рассказывала, что они именно и размываются хорошо, и когда ими просто раскрашиваешь, они выглядят, как будто это обычные цветные карандаши. Также беру с собой Берлинга металлик и Берлинга пастельные. Ну, конечно же, мэджики, серый, коричневый, зеленый. Ну и так еще пару аутлайнеров, пентелевскую ручку, ну так немного. И
Вот немножко блесток. Еще у меня будет перламутровая гуашь. И я хочу взять вот эту гуашь 6 цветов с собой в Питер. У меня там достаточно канцелярии, но гуаши нет. А эту я покупала задолго до того, как я начала раскрашивать. То есть это, я не знаю, какой год. Ну, раньше 15-го. Раньше даже 14-го, мне кажется. В общем, она старая, уже, по-моему, засыхает. Но гуашь можно развести водой, и никаких проблем не будет. Поэтому там самое то. Также беру с собой раскраску Хьюги. Время Хьюги. Вот такую Монечка и Мунечка. И беру распечатки новогодние. Собственно, все вроде. Положу это все вот в косметичку из-под маркеров. Вся канцелярия, включая гуашь, сюда поместилась. Все спокойно закроется. Но раскраски положу куда-то отдельно. И сейчас возьму какую-нибудь точилку в дорогу. Возьму вот эту, а сюда положу что-нибудь новенькое. Также возьму немного закладок. Все взяла, которые магнитные. Теперь покажу, что у меня появилось. Ну, из всяких фотографий в Инстаграм многие знают, появился у меня в пару к совушке кроль. Спасибо Диане, Тане и Мише за подарок. В том году вот подарили мне совушку, но там был чай, а в этот раз кроля. Я как раз-таки думала, что неплохо, ну, чтобы была пара, потому как, ну, кисточку в одной баночке, знаете, маловато промыть, нужно вторую, но мне уж очень не хотелось доставать пластиковые вот эти вот непроливайки, и тут очень даже к месту. Вот. Единственное, что может быть, я узнаю, можно ли как-то это перекрасить ему красную одежку, но если нет, не страшно, но лучше я ее попробую как-то перекрасить. Также мне подарили такой вот бальзам для губ в виде котика с ароматом лимонада. Я купила дождик для раскрасок. Ну как, есть у меня одна идея, по сути, там одна-две иллюстрации, и, ну как идея, просто захотелось там, не знаю, на ветке елочек наклеить вот это вот. А может быть, не буду, не знаю. Кстати, возьму с собой, там будет самое то, потому что после праздников будет уже не актуально. Так что надо сейчас это положить. Покупала в Ашане за 36 рублей. А также в Ашане за 100 с копейками купила белый акрил. У меня такой есть фиолетовый, я не впечатлилась качеством, но дело в том, что белый акрил неплохо будет там развести, еще что-то, какой-то цвет. В общем, пусть будет. И в чистом виде можно, в раскрасках, допустим, может быть, будет не очень, а для каких-то поделок и прочего декора сойдет. И повторила луч. 25 рублей упаковочка. Ну, там был только такой цвет, но он классный, не хуже серебра, ну, может, чуть похуже. Поэтому приобрела. А еще из покупок акриловая краска Олки. Коричневая. Мне показалось, что она с таким красноватым оттенком, но, слава богу, нет. Чисто коричневая, достаточно темная. Здесь 50, что ли, миллилитров? Не, вру. 100 миллилитров. Стоила она 155, кажется, рублей в Читай-городе. Я со всеми скидками заплатила за нее за 27 рублей. Вообще отличная покупка. Что касается качества, оно довольно среднее. Бывает хуже, бывает лучше. Вот это так себе. Но опять же, для чего-то пригодится. Вот, например, в сочетании с этим. Посмотрим, поэкспериментируем. Ну, вроде бы я ничего забыла показать. У меня еще будет в Читай-городе акрил другого цвета и другой марки, но я уже заказала это с получением в Питер. Тем более очень удобно, пункт выдачи прямо рядом с домом, с метро и так далее. Ну и, соответственно, там что-нибудь поснимаю, покажу, расскажу.
Я извиняюсь за свой уставший голос, но да, он просто уставший. Все в целом в порядке. Ну, в общем, как-то так. Как есть, так и есть. Ой, да. Я даже не уследила, я просто снимаю без штатива. Как-то. Вот как-то так. У меня на самом деле даже... Я еще не собрала чемодан. Вот он лежит пустой. Мне завтра ехать, сейчас уже 2 часа ночи, точнее мне сегодня уже ехать, а я не собрала. И вроде бы мне и хочется вроде бы поехать, и в тот же момент меня так все ломает. Меня, наверное, многие не поймут, но меня просто все ломает. Потому что, я не смогу там снимать, например, те видосики, которые я хотела поснимать. А когда я приеду, это будет не актуально. С другой стороны, почему, если мне захочется, все будет актуально? Вот. Такая тут у меня красота. Мне очень нравится этот уголочек. Ладно, приеду и думаю, что настроюсь на другой лад. Но я, в принципе, и сейчас уже для себя поняла, что если я чего-то не испытываю по каким-то причинам радости, оно и понятно. Знаете, когда просто чего-то очень сильно ждешь, о чем-то очень сильно мечтаешь, да, оно не случается, а потом вдруг ты уже перестаешь об этом мечтать, оно не то, чтобы тебе уже не нужно, нет, оно нужно, просто ты как бы перестаешь мечтать, потому что, настолько долго что-то не происходит, что ты перестаешь верить. И типа, чего мечтать, если оно не сбудется? И вот тут вот, ладно, когда говорят отпустить, потому что вот когда отпускаешь, все равно еще ничего не происходит. А когда уже теряешь надежду, оно происходит. И вот оно и получается, что вроде как либо тебе жизнь подачку кинула, либо просто уже как-то перестроиться сложно, потому что когда ты долго мечтаешь, потом, когда ты уже перестаешь во что-то верить, то когда оно случается, оно вроде бы и нужно, но вот перестроиться на вот это очень сложно. Поэтому я для себя решила, что раз я сейчас не могу радоваться и прыгать до потолка, то, наверное, негативить тоже не надо. Я просто решила, что я на все сейчас, даже позитивные события, буду реагировать равнодушно. То есть без негатива, без позитива, просто равнодушно. То есть случилось и хорошо, еду хорошо, пойдем погуляем, хорошо, Новый год встретим вместе, хорошо. Вот как-то так. Вот. А там, может быть, как-то все и наладится. Ладно, это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм 3 семерки рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. Желаю вам хорошо провести праздничные дни. До скорой встречи. Пока-пока.